Бригада шабашников приехала в село ранней весной строить колхозу новую ферму по договоренности с председателем. С ними приехал пес Жора со своим хозяином Русланом. Хорошим каменщиком был Руслан, хоть и молодым, а работящим, не пьющим трудягой, на которого всегда можно положиться. Вот и разрешил земляку бригадир Михалыч взять с собой большого лохматого пса, к тому же, серьезного охранника. Деньги за работу получали большие, а это соблазн для лихих людей. Опять же несли полную ответственность за стройматериалы, а с такой собакой всегда надежнее в чужом месте, она за версту вора учует и спуску не даст. Работали весь световой день, почти без выходных, благо стройматериалы подвозили вовремя. Жора верно нес свою службу, особенно по ночам, не сомкнув глаз, он без конца делал обход территории. С приходом осени ферма была полностью готова и успешно сдана хозяйственному, знавшему толк в своем деле председателю. Бригадир, получив полный расчет в колхозной кассе, выдал каждому заработанные деньги. Руслану причиталось меньше, чем остальным. Это как же так вышло, Михалыч? От работы я, кажется, не бегал, работал по более твоего племянника, который неделю проболел с животом, а получил вдруг меньше всех. А что ты хотел, Руслан? Твой пес ел за троих на наши общие деньги, между прочим. А кто его обязан был кормить? Никто. Твой Жора, вот с тебя и вычли. Вся бригада так решила, не я один, так он же вас всех охранял. Вы же спали как сурки, махом бы без стройматериалов остались и платили за них. А-то не знаете, давай мне полный расчет, а ты на меня не ори. Анита. Бригадир замахнулся на взбунтовавшегося рабочего, который годился ему в сыновья, своим огромным кулачищем. Жора, в сторонке внимательно наблюдавший за беседой, счел этот жест нападением. Большой тяжелый пес подскочил к бригадиру, схватил за рукав куртки и мигом опрокинул на пол. Только сапоги в воздухе мелькнули, и рукав обидчика болтался в зубах защитника, грозно стоящего над поверженным. Руслан не на шутку испугался. Он оттащил Жору и посадил на цепь от греха подальше. Пусть остынет, ах ты так. Девай своего бешеного кобеля куда хочешь, а назад я его не повезу. Выходную куртку испортил и самого чуть не порвал, гаденыш. И тебя бы не повез, молокосос, если бы твоей матери больной не пообещал, что присмотрю. Всем спать. Завтра в сельмаге продуктов в дорогу купим и выезжаем. Спорить с обозленным Михалычем никто не стал, себе дороже. Стало очень тихо, только обиженный Жора сопел, вздыхая, и тихонечко поскуливал. Все давно уже спали, а Руслан не мог, сон не шел к нему. Он думал о своей собаке. Как же можно бросить такого преданного и умного пса? Остаться и добираться с Жорой и думать нечего, слишком далеко и опасно ехать с большими деньгами, да и кто его посадит на поезд с такой собакой? Ничего, Михалыч просто вспылил, а завтра все нормально будет, успокаивал он сам себя, но сердце от чего-то ныло. Под утро Жора вдруг завыл долго и протяжно. Чтобы дать выспаться людям, хозяин отвязал его, приласкал и уложил рядом с собой на соломенный тюфяк. Пес затих, вздрагивая, крепко прижавшись к своему любимому человеку, который завтра должен его покинуть. Как ни упрашивал Руслан утром бригадира, тот был неумолим и даже не захотел разговаривать. «Я тебе уже все сказал, и точка». Он поехал на своем УАЗике-буханке в сельмаг. Руслан попросился с ним и скупил почти весь хлеб и печенье, получился целый мешок. Продавщица смотрела на него с нескрываемым любопытством. Приехав назад, к бывшему старому складу, где они жили, он стал обустраивать Жору. «Потерпи, я скоро приеду за тобой. Вот тебе еда и мой матрас. Ты должен меня дождаться». Руслан старался не смотреть в тревожные глаза друга, который все понимал. Он крепко обнял пса на прощание. «Жора. Сидеть, ждать». И осиротевший пес послушно сидел, глядя на УАЗик, увозивший его хозяина, приказавшего ждать, хотя душа рвалась вслед за ним. Автор фото Латиф и Латиф. Вскоре селяне узнали, что в бывшем складе живет большой пес, брошенный строителями. Он вроде бы никому не мешал, но его боялись. Ребятишкам наказали даже близко не подходить. Изредка по ночам оттуда доносился утробный вой тоскующего Жоры, дружно подхватываемый его собратьями-невольниками, сидевшими на цепях во дворах. Так потихоньку тянулось время, пока у одного скандального горластого селянина с такой же склочной женой не пропала на выпасе овца.
Не найдя нигде свое свободолюбивое животное, они все же нашли виновного, но точно ее этот зверюга слопал. Шабашники бросили, а есть ему что-то надо, он же как телок здоровенный. Ой, люди, да что же это делается-то? Скоро всю скотину перережет почище волка. Мужики порешили Жору истребить и отправились к складу с 2 ружьями. Молодую учительницу начальных классов Варвару Александровну направили работать в сельскую школу. Симпатичная горожанка понятия не имела о жизни в селе. Все здесь было настолько непривычным, словно она попала в другое измерение. С большим трудом она меняла свои привычки. Учительница отказалась от высоких каблуков ввиду отсутствия тротуаров, от нарядных платьев и изящных сумочек, чтобы не прослыть щеголихой среди местных женщин, ревниво следящих за ее гардеробом. И все равно, какую бы одежду и обувь ни надевала молодая женщина, она отличалась от селянок. Ее поселили в небольшом добротном доме с теплой русской печью, пообещав молодому специалисту в будущем году, когда сдадут кирпичные двухэтажки, выделить однокомнатную благоустроенную квартиру. А пока Варвара Александровна жила просто, как все дрова в дровнике, колонка с водой недалеко от дома, не заскучаешь. Вернувшись с работы, она решила протопить печь и пошла за дровами. Было еще светло. В дровнике Варя заметила алые пятна, ведущие в дальний угол. Там лежала большая собака с густой светлой шерстью, выпачканной кровью. Пес, тяжело дыша, смотрел на нее широко открытыми глазами. Учительница слышала, как кричали пробегающие дети о брошенной собаке, в которую стреляли взрослые из-за съеденной овцы. От страха и волнения у нее замерло сердце. «Ты ведь меня не съешь, правда?» На улице шумели люди. Набрав дров, Варя закрыла дровник на замок. Красный след привел охотников к ее калитке. Она ждала этого и смело вышла навстречу. «Варвара Александровна, собака у тебя?» Спросил хозяин овцы. «У меня». «Отдай ее нам, она пакостничает, скотину режет. А почему вы так уверены, что это она?» «Больше некому. Мы тебя уважаем, но и ты народ уваж, отдай». «Послушайте, товарищи, я учу ваших детей не только грамоте, но и добру, милосердию ко всему живому. А какой вы пример сейчас подаете своим детям? Собаку на растерзание я вам не отдам. Немедленно уходите. Отдай добром подранка, Варвара Александровна», наступали мужики. Задыхаясь и оскальзываясь на мокрой земле, бежал приехавший из района высокий, грузный, местный участковый. «Вы что творите? Что здесь устроили?» Хозяин пропавшей овцы начал объяснять ему, в чем дело. Милиционер вырвал ружье у опешивших мужиков конфискую. «А ну, марш все по домам, а не-то живо всех в каталажку упрячу, а кому здесь места не хватит, в район свезу. Завтра к 8:00 всем явиться ко мне и чтоб без фокусов. Вы меня знаете, а ты будешь народ баламутить со своей склочницей, а не за скотиной своей получше следить, обоих упеку, куда Макар телят не гонял за самогоноварение. Факт был, у меня все запротоколировано и свидетели имеются. Последнее мое вам предупреждение, ясно?» Грозно обратился он к хозяину овцы. «Ясно, понял», промямлил заводила, «не тревожься, Варвара Александровна, теперь и близко не подойдут. Вот они у меня где», участковый продемонстрировал свой крепко сжатый богатырский кулак. Дома девушка затопила печку, а когда стемнело, пошла за псом. Придерживаемый ею за широкий ошейник, он кое-как зашел в сени и рухнул. В дом она затаскивала раненого на домотканом половике. Пес стойко терпел, пока она выстригала шерсть, промывала и обрабатывала рану на задней лапе. Пуля, к счастью, прошла на вылет, не задев кость. Он жадно выпил большой ковш воды и лежал мешком на старом одеяле. «Бедный пес», — думала Варя, — «загнали, как дикого зверя ни за что». Она купила у соседей пару куриц и домашней тушенки из бычка. В магазине взяла перловки и варила раненому вкусные каши. Жора вел себя очень интеллигентно, стараясь как можно меньше доставлять хлопот своей доброй спасительнице. «Да ты, оказывается, вовсе не злой и не страшный, мой пес», — смеялась Варя, гладя своего большого лохматого друга. Пожилая соседка сообщила Варе новость, нашлась блудливая овца, наделавшая столько шума. Вдоволь нагулявшись, она сама заявилась домой. В школе дети рассказали ей про Жору. Так она узнала имя славного пса, похожего чем-то на небольшого белого полярного медведя. Было ясно, что пса бросили и он стал бездомным бродягой. «Пусть живет у меня, а иначе пропадет», — решила преподавательница.
Прошло 2 недели, потом еще неделя. Рана на лапе почти зажила. Варя привязалась к большому умному псу, который встречал ее с работы, прыгая от радости так, что, казалось, трясутся не только половицы, но и весь небольшой дом. Пасмурным субботним утром у ее дома остановился старенький зеленый москвич. Из него вышел молодой статный мужчина со спортивной сумкой. У Вари оборвалось сердце от нехорошего предчувствия, это за ее собакой. Добрый день. Варвара Александровна, это вы? Меня зовут Руслан. Мне сказали, что у вас живет мой пес Жора, я его ищу. Охваченный буйной радостью, Жора прыгал вокруг хозяина так, что в полке, пронзительно звеня, подпрыгивала посуда. С трудом успокоив пса, Руслан шептал ему на ухо: «Ты прости меня, брат, прости за все. Поехали домой». Пес слушал и растерянно, как ребенок, оглядывался на Варю: «А вы смелая, Варя. Как только не испугались такой большой собаки?» — спросил Руслан, глядя, как Жора улегся у ног этой хрупкой милой девушки с русой косой. «Я и сама не знаю. Некогда было об этом думать. Вы его теперь увезете? Я в гостинице номер забронировал, договорился, что с собакой буду. Завтра отдохну и в понедельник поедем домой». В райцентр они поехали вместе. Заглянув к родителям, Варя поспешила к своим новым друзьям. Все вместе гуляли по осеннему городу, и было так хорошо, словно они знали друг друга много лет и встретились после долгой разлуки. Воскресным вечером Руслан отвез Варю в село. Жора важно восседал сзади и изредка тыкался большим влажным носом в щеку девушки. Прощаясь, Варя не смогла сдержать слез. А потом полетели добрые теплые письма из далекого южного региона, возвращаясь скорыми ответами скучающих друг по другу людей. Когда стало пригревать теплое солнышко и потекли первые ручьи, приехал, как договорились, Руслан с младшим братом, старшеклассником Сашей, и главным виновником их знакомства, переросшего в глубокие чувства, Жорой. Это было, пожалуй, единственным в жизни доброго великана, в чем он был виноват. Свадьбу сыграли в родном городе Вари. Она уехала вместе со своей новой семьей в далекий южный городок, где их с нетерпением ждала мать мужа. Глядя на счастливую морду Жоры, можно было ничуть не сомневаться, что он доволен происходящим больше всех. Большой белый, лохматый пес Жора жил у них много лет. Он был самой лучшей нянькой и охранником для детей Вари и Руслана.